Всем привет, дамы и господа, вы на канале Джейм Тайм, и сегодня мы вернулись в солнечную анимешную комнату, где мы будем записывать с вами не один, не два, а целых 5 гайдов, но они будут выходить, конечно же, постепенно. О чем я хотел сегодня с вами поговорить? Это важная тема, тема капитанства. Слишком мало информации сейчас в интернете, не посвященные, те, кто вообще понятия не имеет, что это такое, даже не догадываются, насколько это сложная, неблагодарная, но очень важная роль, благодаря которой вы сможете кормить себя всю жизнь, потому что дефицит капитанов, он всегда был, особенно толковых, которые понимают, как играть, можно играть до 35 и так далее. Был бы Форест капитаном бы, я думаю, он бы до сих пор играл, ну, если бы попадал еще в хедшот. Что я сделал? Я составил небольшой конспект, по которому я пройдусь. Я там охватил далеко не все, но все основные вещи, ну, на мой взгляд, которые я тут посидел, подумал, я взял. Можете начать с них, а потом, может, мы и будем раскрывать их все глубже и глубже. На что делится вообще капитанство? На мой взгляд, оно делится на 4 пункта. Это моральный, ну, то есть какой ты человек, как ты влияешь на окружающих, но мы разберем моральный. Потом лидерские качества, понимание твоей игры с точки зрения макро, то есть как передвигаться, что такое построение, тренировочный процесс и так далее. И микро. Эти 4 пункта основные, базовые, и в которых вы можете развиваться. Начнем мы с морального пункта. Недолго думая, что мне пришло в голову, это стрессоустойчивость в важных матчах, квалах и так далее. Там на лане где-то ты проходишь. Вам надо учиться, чтобы оставаться хладнокровным, спокойным, чтобы на вас ничего не давило. Потому что когда излишнее давление и стресс происходит, и людям свойство меняться, делать какую-то чушь, почему-то они допускают тех ошибок, которых они никогда бы не допустили, а когда ты капитан, то это x5, потому что ты можешь повести свою команду вообще не туда, заколить 2 подряд раша на закрытую точку, отдать всю экономику и так далее. Ты должен принимать максимально хладнокровные, спокойные решения, будто ты, я не знаю, супер крутой чел из аниме, который просчитывает все на 5 ходов вперед, ты Ягами Лайт, и твоя задача, видите, он в конце с ума сошел. Это там потому что, ну все, он перестал быть хладнокровным, опьянел от власти и так далее. Так бы, если бы он дальше по своему этому всему двигался, кодексу того, что он крутой лидер и капитан, концовка была бы совершенно другой. На самом деле, надо читать и изучать, что стресс, психологию человека, изучать себя. Но это очень такой муторный, долгий процесс. Приходит, грубо говоря, с опыта, вы можете изучать какие теории, но теория без практики, она будет бесполезна. Поэтому это такой пункт, который должен пассивно развиваться по ходу становления вами, там, как взрослым личностью. Вам важно понимать, что вы будете проигрывать всегда больше, чем выигрывать, как бы вы ни старались, что бы ни происходило, научиться с этим всем справляться, там, уменьшать значимость. О каждом пункте, который я сейчас затрону, можно говорить бесконечно, приводить примеры, но давайте на нем не зацикливаться. Следующий пункт. Поддержка тиммейтов. Быть с аурой такой заряженно, волевой, добрый, позитивный, такой теплый свет. Ты хочешь победить, от тебя сеет собранностью, от тебя сеет какой-то, знаете, аурой того, что ты хочешь победить в матче. Есть люди, которые по морали там кричат, там, ну, большинство капитанов такие, да, в нынешнем мире, они там пытаются как-то подавить соперника, и люди сидят, и они рядом, и они такие: о, вот это у меня капитан жесткий, вот это он типа крутой, даже там у него 0.7 рейтинга, но я все равно буду в него верить, потому что он как бы мужик такой, хоть ему и 17 лет, у него каре, но он все равно как мужик двигается, там где-то на кого-то наорет, где-то зароет, где-то поддержит тебя, и вся команда такая сплоченная, и вы такие все крутые, и как баскетбол Куроко вы всех зарываете. Как типа развивать и так далее, я, наверное, не буду говорить, тоже зависит все от людей и от того, какой ты человек, какой у тебя характер, и как ты из этого можешь выжить максимум. Но стандартные какие-то требования, они заключаются в том, чтобы ты просто от тебя сеяла жесткой лидерской штукой, а не типа токсичный такой чел, который: ой, эти вздохи, вот это все дерьмо. Ну вы поняли, да, о чем я? Такой, ну таким надо быть, который постоянно там может, ты там умер, он там что-то тебе сказал, или сам что-то там не убил, начинает: Ой, он мне одну дал. О, господи, типа, да почему мне вечно одна это прилетает? такого мужика-капитана тяжело поверить, прикиньте, да, там чел вас ведет, там какой-то чемпионат, вы к нему готовились полгода, и на пистолетке он получает там в лицо, и он говорит: Да, блядь, ну почему?
сука, рандом. Вот такая начинается тема. Ну, конечно, вы так не выиграете. Поэтому вот это тоже важное требование такое к капитану. Без этого критерия вы не выиграете. Следующий критерий это, ну, банально не сдаваться. Я тоже это ввел в мораль. То есть ты всегда хочешь победить. Что бы ни случилось в КС, если там у тебя чел фейлит, ты понимаешь, что ты заходишь против фаворитов, явных чемпионов мира, а ты типа лох. Если ты сдашься, тем более на слоте капитана, то вся твоя команда сдастся, поэтому ты не имеешь права никогда сдаваться. Ты Наруто, ты всегда борешься до конца. Сон Гоку, Монки Д. Луфи, ты просто знаешь, что тебе надо победить. Не победил, как это, да, бывает часто. Я ни за что не проиграю. Да, я сделаю все, мы точно выиграем. Ну, ты все равно проигрываешь, да, то есть, ну, ты сказал это, но это ни на что не повлияет, ну, хотя бы ты себя так настроил, зато в следующий раз ты должен сказать, ладно, в следующий раз я точно ни за что не проиграю. Ну, сами понимаете, к чему отсылочки идут, но мир он такой, что переплетение и параллели легко проводить. Вот такие вот 3 пунктика у нас, которые, как мне кажется, являются столбами морального вообще восприятия. И может у вас это как-то глаза откроются, чтобы когда вы спрашивали, как быть крутым капитаном, я всегда вам скинул ссылочку на свой YouTube канал, и вы можете всегда посмотреть, что это такое. Не забывая, конечно, что это все на коленках пишется и делается. Anyway, мне кажется, это полезная информация. Мегапункт в моем конспекте это понимание. Понимание, на мой взгляд, включает в себя не так много пунктов, в которых там можно развиваться, что-то прокачивать. Это строить игру. То есть ты капитан, ты строишь игру. Да, в нынешнем мире сейчас у тебя есть тренер, аналитик и так далее, но на сервере ты будешь. И тебе надо будет все это знать и всем этим управлять. Если ты хочешь прокачивать, у тебя не будет всегда, смотрите, ребята, по поводу, знаете, вот этой нынешней системы, вы как капитаны, если вы будете ими, вы должны понимать, что вечно этого тренера, либо аналитика, который за вас там строит геймпланы, придумывает раунды, его не будет. Если вы уже вышли на дорогу супер жесткого капитана, который все ну, до конца уже будет им, и хочет стать одним из величайших типа, капитанов Counter-Strike, то тебе надо все это самому знать, и ты уже будешь лучший тренер это все чувствовать во время игры. Ты должен знать все роли всех раундов, которые ты сам придумаешь, и тебе будет легче это знать, тебе легче будет управлять, тебе легче будет менять, тебе легче будет подстраивать, тебе легче будет, ну все, короче, это тебе все будет легче, если ты будешь сам это все делать, потому что твой тренер и аналитик, они уйдут, тебя кикнут, а что ты будешь делать без них? Ты типа мусор. Люди понимают, что, ну, если бы не тренерский штаб, который тебе все делает, ты ничего и не стоишь, тебя и нигде рассматривать не будут. Поэтому, если ты хочешь долго играть, то ты должен сам всем этому времени уделять и строить сам игру, на мой взгляд, с помощью тренера и аналитика. Но, опять же, это немножко эгоистичны такие взгляды, потому что я с позиции человека смотрю, который, ну, хочет успеха добиться, да. Если с позиции там тренерского там штаба, клуба, если в организации тренер является главным, и вообще в футболе тренер главный, да, то есть разные системы, есть и разные модели, но тебе как игроку важно все это знать. Да, там, если твой тренер будет все это строить и сам все делать, придумывать, либо там тебе помогать очень сильно, даже там 60/40 в пользу тренера. Anyway, ты должен прикладывать усилия, не забивать на вот это все построение, потому что твои идеи, они на самом деле первостепенные, и во время игры ты чувствуешь, что колить и так далее. Тренер может, он отталкивается от фризи-тайма и от того, там, знаете, глобального понимания психологии того, что происходит, как команда против тебя подготовилась и играет. Но во время конкретно раунда, что происходит, и вдруг не попал на все пошло тренера, ты должен брать всегда на себя ответственность, и, ну, понятно. И из этого вытекает то, что ты сам знаешь, что все это. Ты знаешь все роли, ты их меняешь, ты знаешь все раунды, ты следишь за всем, что происходит на карте, всем своим игрокам ты советуешь, спрашиваешь, что, как там у тебя происходит, ты там вот это, поможешь попробовать вот так, давай я к тебе приду. Но это еще упирается все в то, какая модель игры твоей команды. Если ты там Керриган и вокруг тебя вся команда, то это одно. Ты как бы в эпицентре, тебе даже не надо прям сильно вникать, что происходит на крайней точке, потому что там, скорее всего, просто штиль, все окей, ничего не происходит. А если ты, например, капитан, который накидывает гранаты, просто суппортящий капитан, то, конечно, тебе надо знать, что на основной роли происходит. Например, на Дасте ты можешь быть в нижней темке, а может быть на нуле. 0 это более такая саппортящая роль, накидывает гранаты, там подходит, выпускает, а нижний он больше чувствует. Или, например, Инферно. Ты можешь быть на банане основным типом, который дерется, берет дуэли, пробегает, а можешь просто накидывать флешки. Да, то есть все это упирает. Но ты вообще должен знать все роли
как челы там донимают ковры, потому что ты можешь посоветовать прийти туда, заменить и так далее. Менять свою игру вашу по ходу. Из этого также вытекает, что ты следишь за всеми командами в мире, воруешь все, что-то там говоришь, о, это нормально, забираем, о, вот это прикольная тема, это мы сейчас адаптируем под свой стиль. Ну, то есть, ты занимаешься адаптацией, следишь за метой, соответственно, свое макропонимание, ты вообще понимание игры, ты развиваешь, прокачиваешь. И также из этого вытекает, из-за того, что ты следишь и смотришь и разбираешься, ты, соответственно, даешь теорию. Ты даешь типам пищу для размышления, либо ты строишь сам игру, то есть теорию, ты им говоришь, тут я видел, что вот этот игрок вот так выходил там на кэше, я видел, что он дает вот такой смог, слева играет, я видел, что чел тушит, выбегает, я видел, что он тушит, чуть стоит, потом выпрыгивает, я видел, что они там выходят смог сюда, когда мидл понятно, и так далее. Ты начинаешь это все перерабатывать и уже в своей команде самый такой лакомый кусочек, самые вообще ягодки давать, чтобы они тоже не напрягались, потому что не все игроки, конечно, есть не на всех уровнях, они как бы, во-первых, понимают это, потому что ты видишь, у тебя капитан по-другому мышление работает. Ты смотришь на игру сверху, а игрок как бы снизу. Он как бы смотрит на стрейфы, где как что, а ты как капитан больше смотришь на то, как зоны занимаются, на каком тайминге, таймер, с какими гранатами и так далее. И ты помогаешь тем самым игрокам на их зонах быстрее либо качественно, либо отойти стяжка. Но это уже чуть глубже я захожу, потому что кому этот видос адресован, конечно, у вас чуть попроще. Но когда вы уже будете становиться крутыми, то вы это все можете пересматривать и поймете, о чем я вообще сейчас говорю. Тоже у меня в панпунте это типа ты лезешь в игру других игроков, да, как это бывает. Моя хата с краю, я там типа играю на Б-опоре на Инферно, в больших стою, ничего не делаю, и моя задача похоронить двоих. Но из-за того, что ты капитан, ты обязан лезть в игру других игроков, потому что любая мысль и любая, например, у тебя есть игрок, он посмотрел 5 демок электроника. Электроник там, где он сейчас играет? Он играет на миде на кэше. Он начал кидать там 2 молика. Этот и этот. И ты тоже начал это кидать, ну, то есть игрок твой начал так кидать, и он так думает, что это надо поэтому, это прикольно, это против выбегания. А ты стоишь в своем сале и не понимаешь, что он делает. Поэтому ты потом спрашиваешь, а что, посмотри там демок, праков после игры, а почему ты так бросаешь? И твой игрок начинает тебе объяснять. И ты такой, значит, типа, это ты бросаешь вот так, получается, мы за террористов можем тушить просто дальний, и потом, типа, когда молик догорит, из-за того, что тут молика нет, нам спокойно, даже если сюда смог прилетит, нам спокойно врываться, и вряд ли нас чел убьет, даже если мы последний тик молика зайдем, он будет где-то вот здесь вот стоять, и его, ну, короче, вы поняли. Ты начинаешь лезть в игру к другим игрокам, и за счет этого, как бы, сам развиваешь, их развиваешь. Ну, ребят, как так, это очень такие темы объемные, масштабные, что я, на самом деле, в торопях все это делаю, но надеюсь, из-за того, что грамотно все это вам подадут, вы хотя бы будете понимать, на что вам ориентироваться и какие вообще есть вещи, в которых вы можете разбираться. А следующая вещь, это большой, да, пункт, на который я делал, это лидерские качества. Это ответственность, принимать важные решения. Что это значит? Это значит, что ты как капитан в любой важной ситуации, клатче, игре, раунд 14-14, третья карта, финал, ты должен принять важное решение, потому что вся команда в тебя верит, и она тебе доверяет, никто не хочет брать инициативу, обычно, как это бывает, да, все тебя слушают, в первую очередь слушают тебя, и ты должен принимать важное решение. Форсим, не форсим, какой пистик? Так, я думаю, можно сделать вот так. Нет, все, тебе предлагают, давай я выбегу сюда, а другой человек говорит, нет, давай я тоже вот так сделаю. А ты это говоришь, да, давай ты не будешь, либо нет, давай это все сделаю я, либо, ну, так далее. Важное решение на капитане и умение брать на себя ответственность, это неотъемлемая часть любого крутого капитана. На тебе, ты проиграл чемпионат, на самом деле на тебе те responsibility, на тебе, как на капитане, ну, тренер, ну, зависит от системы, потом капитан. Да, никого не волнует, что ты там типа все круто сделал, твой чел не нажал на кнопки, вы проиграли, и ты там не идеально колешь. Все равно все потом смотрят, то, что ты капитан, твоя команда проигрывает, ну ты говноед, все. Отчасти это правильный подход, отчасти типа несправедливый, но это не важно, ты должен привыкнуть к тому, что ответственность на тебе, и тебе будет проще жить с мыслью о том, что, ну в конце все равно я типа черт,
поэтому я хотя бы буду колить. Так, типа, чтобы в конце я был заслуженным чертом, и я буду брать на себя ответственность, у меня есть чуйка, я работал много и так далее. Из лидерских качеств у нас еще одна тема вытекает, это разрешение конфликтов, да, в социологии, первый курс, конфликты, что это такое, на чем они основываются и так далее. Тебе надо свои взаимоотношения, relationship, между игроками, их как бы регулировать, и чтобы не было там такого, что там два хардкэри угорают над суппортом, либо там какой-то есть, ну, разные люди есть, и к ним, конечно, разный подход, и любой конфликт там на зонах, это надо урегулировать, кто кому там не дал дроп, почему ты так, да не, я считаю тут так, да нет, я считаю тут так, почему ты не прикрыл, да я не прикрыл, потому что я вот так посчитал. Ну, вот эти все вещи, которые ты являешься всегда человеком, мнение которого в конце, оно, грубо говоря, ты говоришь, я считаю, что этот прав, ну, то есть ты разруливаешь конфликт, либо ты говоришь, прям, пацаны, не парьтесь, все это чушь, ты не прав, ну и так далее. Зависит все, конечно, от ситуации. То есть ты не можешь просто сидеть молча и такой, типа, ну да, ссорьтесь, прикольно. Типа так, на флита смотрю, там, Давид и Петя ссорятся, на флита угораю, типа, ну, короче... Капец, они дети. И мы тоже угораем. Нет, такого не бывает, ну как бы. Если, конечно, конфликты серьезные. Если конфликты такие, там, за пачку чипсов дерутся, последние там чипсы, ну, то, понятно, можно и посмеяться. Но если что-то серьезное, там, и там уже люди там накалены, живут вместе 4 месяца, то да, там уже можно чуть-чуть что вмешаться. Следующая тема это... Ой, не следующий подпункт. За то, что ты лидер, то во время игры, не во время игры, твоя обязанность, это можно, конечно, было вписать и в мораль, но я вписал это больше в лидерские качества. Потому что, ну, мне кажется, только лидер может в минус себе помогать кому-то другому. Это, например, у тебя чел в тильте, в яме какой-то, ему что-то не идет, но ты тратишь на него энергию, и типа, чтобы он не тильтился. Ты там даешь ему калаш, там где-то выпрыгиваешь, где-то его поддерживаешь, какие-то дополнительные силы тратишь. Не факт, что это все делаю, и не факт, что это все типа работает. Но как будто бы, если ты супер гений капитан, то ты даже вот игроков своих будешь прям... Твоя обязанность держать их в тонусе и поднимать им настроение. Как будто бы. Но, конечно, в профессиональном спорте никого вообще не волнует твое настроение. Иди, заходи, носи там хедшоты, на своей роли делай. Ты лидер не только во время игры на сервере, ты лидер за площадкой. То есть, да, ты должен оставаться, ну, крутым чулом. Как и на сервере. Если ты вот эти все пункты, которые я до этого говорю, всех сделаешь, но потом выходишь, типа, в какой-то клуб, что-то там блюешь под себя где-то на лавке, на турнире, или там еще что-то делаешь, какую-то грязь, то на тебя и смотрят, ну, как-то не очень. Как будто, да? Не знаю, у менталитета у всех людей разный, там, зависит от того, где ты вырос, но как будто ты не можешь, вышел с сервера и пошел чела там гнобить своего с команды. Да, поэтому ты должен всегда оставаться в этой роли, ну, как учитель, да. Понятно, что не все так кардинально и строго, не все так радикально и строго, но грань есть, и ты все равно должен быть в рамках своих лидерских вещей. Ты должен быть в рамках лидера, который ты сам себе выстраиваешь. Да, там команда не будет, ты можешь пойти с своими корешами, замутить чернуху какую-то, расслабиться. Они тебя знают другим человеком, в команде тебя знают другим человеком, там расслабляешься, да. Но как будто, по моему ощущению, ты не должен прям переходить какие-то рамки и там, может, даже корешиться с каким-то типом из твоей команды, и будучи капитаном, там только с ним тусоваться, там прям в хлам отдыхать с ним, ну, как будто бы социальная такая дистанция, которую капитан должен держать, она та же самая у тренера тоже, есть. У капитана она меньше выражена, но она больше там проявляется в каких-то нестандартных, несвойственных тебе на сервере вещах. Но это такие все темы уже пошли немножко противоречащие и относительные. Но по моему такому взгляду, по ощущению, да, я даже не могу сформулировать, почему мне так кажется. Но по ощущению, как будто вот так лучше. Не знаю. Последний пункт. Я не хочу на нем прям делать жесткий акцент, но это микро. 1000 раз говорил, если ты мусор на капитане, давай, до свидания. Типа, ты не можешь прям полной чепухой быть, но типа всем рассказывать, что ты крутой капитан, ты колешь и так далее, это твоя роль. Нет. Ты обязан быть жестким, это 100%, даже не потому, что я там типа в своей команде капитан и там плюс-минус нормально играю, а потому что на рынке капитанов в любой момент любой чел кэрис может сказать тебе, да я лучше буду капитанить, чем ты, потому что типа это легко, по его ощущениям так. И поэтому у тебя нет оправдания, ты обязан следить за своей индивидуальной игрой.
Ты должен где-то там, типа, у тебя может стата проседать, потому что ты там где-то дропаешь, выпрыгиваешь, по ролям первый, что-то там раскаливаешь. Но в бок не убивать, типа, есть капитаны, в бок не убивают. Какие-то прям очень, очень мрачные, непонятные штуки делают. И ты вот так вот с фейспалом сидишь, типа, ну, блин, чел, ну, это база, которую ты должен знать, ты же до хера лет играешь. Поэтому у тебя нет никакого права забивать на свою индивидуалку, ты обязан ее тренить. На своих позициях, там, на Мираже Б прыгаешь, не ошибаться, спиной не убегать. Там, не прыгаешь на тачке, если тебя с дигла убил чел в хедшот, твоя вина, там можно не умирать. Ты должен следить за своими типами. Если на твоей роли, например, играет Аксель, Фейм и там Бит, и ты на этой же роли, как-то так получилось, ты играешь, то ты должен смотреть их демки и типа от тебя, ну не 100%, но 70% хотя бы того импакта, который они дают, ты должен делать. Стрельба, тренировать ДМы, ты если капитан жесткий, более молодой, ты обязан. Актуальные мувы, постоянно смотришь демки, постоянно что-то придумываешь, смотришь лучших игроков на твоих ролях тоже. То есть у тебя есть команда, 75% всего того, что я сказал, это о команде, ты типа босс там. И есть 25% тебя лично как игрока. И ты сам должен себя развивать. И никого не волнует, капитан ты либо нет. Опять же, повторюсь, миллиард раз буду говорить, ты должен быть жестким типом на своих ролях. Ты должен, у тебя должны быть еще, ну вот, я озвучил. Первое, на своих позициях не ошибаться, тренить стрельбу, актуальные мувы воровать и играть миксы фейситы. То есть ты все равно получаешь опыт. Вот и долго не буду говорить о микре. Короче, надо быть жестким. Нет оправдания. Коли ты придумываешь все, ты должен все делать и быть жестким. Это такая доля капитана, если ты, конечно, крутой капитан. Если ты очередной лох, ты, конечно, можешь забивать на какие-то пунктики, и потом не надо спрашивать у меня, а что у меня не получается, и так далее. В таком режиме несколько лет работаешь, у тебя что-то получится, 1000% вам говорю. Вот это то, что я вам объяснил. В целом того, что вам делать надо, мало. Просто надо анализировать и думать о том, что ты говоришь, кому ты говоришь, как ты это говоришь. Капитан, такая роль, знаете, достаточно тяжелая, неблагодарная, как я сказал в начале ролика, но она интересна, и в твоих руках, если ты хочешь победить, в твоих руках сконцентрирована огромная власть, и ты способен влиять гораздо сильнее, чем другие игроки. Да, там есть там Ника, Зайву, но если они не принимают там жесткого участия, я не знаю, как у них, да, но, например, если они не принимают жесткого участия в построении игры и так далее, то они не так сильно влияют, как капитан. Капитан ведет, капитан стягивает, капитан за КТ передвигается, предлагают стаки и так далее. Но за КТ, конечно, чуть меньше, но я имею в виду Т. В основном капитан больше влияет, чем за КТ. Постарался выделить для вас, может получилось душно, может получилось мало рофлов, конечно, я могу рофлить, но сидеть один в комнате, типа, с постерами аниме, тут из себя корчить какого-то рофельного чела, тоже какой-то кринж. Поэтому я постарался искренне по каким-то пунктам пробежаться. У меня есть миллиард слов, миллиард вещей, которые бы я хотел вам рассказать, но я не хочу, чтобы этот ролик затягивался. Можно потом просто сделать другой ролик, типа Ж капитанов. То есть я рассказал, такой капитан, это идеальный капитан, это крутой капитан, это папа, это Майкл Джордан. А есть капитаны, которые там где-то там байтовые капитаны, там, которые были BMF, Happy. В байтовые не в плохом смысле, а типа потому, что они не на первых ролях. Есть капитаны первой роли, Бумыч, Нафани, Керриган, которые в самом кипише занимают зоны и так далее, отжирают. Есть капитаны второго плана, накидывают, там типа Декстер, Некса. Есть капитан третьего плана, это снайперы, которые тоже там накидывают, что-то делают. На каждый тип капитанов я могу записать ролик, ну и там отдельно, либо совместный. Если вам это нравится, вся эта тема, я могу ее развивать. У меня есть что вам рассказать, уж поверьте. А также не забудьте подписаться на мой телеграм. Там я советуюсь, пацаны, с вами, что мне делать, какие тимспики выпускать с мейджора, какую мне одежду надевать и так далее. Инстаграм, Твиттер, но их тоже можно подписаться, если вы поняли, на каких я соцсетях. Также нажать колокольчик, подписаться на канал. С вами был Джейм. Как же я люблю записывать гайды, это лучше, чем влоги. Пока. Так.